Welcome to Legal Addiction channel. Today we are going to do one interview to 3 volunteers that they are working in the border between Ukraine and Slovakia. They are Galina, Nikolai and Sergei. They will explain to us what is real situation now in Ukraine, what they need, what kind of medicament, food they are providing to the victim, and also to remark that they need our support today more than ever, because from the war started 2 months ago, non-stop, 77 days. There are people there blocked that need your help. We kindly ask you to donate any amount which you're able to donate to this organization to help to provide humanitarian help to all the people in Ukraine. We are going to start with the interview. Слава Україні! First, thank you very much to accept the interview. Slava Ukraina. I would like, if it's possible, that introduce yourself for all the people that is watching to us, that they know a little more about you, about the association, and who appear the idea of association, because I think that before no one was working nothing related with the charity company. В первую очередь, спасибо вам большое за то, что вы уделили нам время в столь занятой период. Слава Украине! И мы бы хотели с вами познакомиться со всеми, с каждым узнать имя, название организации и чем вы занимаетесь. И, естественно, интересно, как возникла идея создать благотворительный фонд. Да, давайте тогда начнем с меня. Зовут меня, в принципе, Сергей. Я житель города Ужгорода. Жил, родился, и вот в это время нахожусь сейчас с своими друзьями в городе Ужгород. Значит, как возникла идея? 24 февраля, когда возникла эта ситуация, когда Россия напала на Украину, мы сразу же собрались у нас в штабе. До этого, скажем так, я и Галина, мы проводили определенную партийную деятельность на базе партии «Удар» в городе Ужгород. То есть это партия боксера Кличка, мэра Киева, если вы... Вот это да, уточните для наших зрителей, это тоже будет интересно, потому что до этого на канале мы делали видео про Киев и тоже упоминали, что мэром Киева является Виталий Кличко. Собственно, это получается партия «Удар», это его партия, на базе которой вы позже создали с наступлением войны фонд, благотворительный фонд. Волонтерский центр мы создали вместе с Галиной. Затем к нам присоединился мой друг из Харькова и много-много друзей, которые у нас волонтерят на нашем уже фонде. То есть мы работали где-то около месяца, используя партийный бренд, и не очень это людям заходило, люди не понимали, при чем здесь политика, но другого варианта у нас не было, так как все реестры в связи с войной были закрыты. И мы не могли зарегистрировать новый фонд благотворительный. Это нам удалось буквально спустя месяц. Так, когда было немножко уже Киев начал работать, когда уже русских прогнали от Киева, реестры заработали, и мы зарегистрировали тогда был наш благотворительный фонд, вот это Великое Українське братерство «Украина та світ». И мы сейчас работаем уже от него. Спасибо большое. Ну и представьтесь, наверное, Галю я лично знаю, мы с ней познакомились как раз в день начала войны. Как раз с 4 по 25 февраля мы с тобой познакомились. Да, и провели очень тесный контакт в поезде. Вместе. Да, так еще получилось как раз в тот момент, что Галя была откомандирована в Киев на учебу, на проведение семинара от партии «Удар». Да, эту историю... Сообщения, которые мне приходили, как вы, где вы, что вы, вот это от Сережи не приходило. Пока мы с тобой ехали. А как зовут друга из Харькова? Так, я представлюсь немножко. Меня зовут Ким Николай. Очень приятно. Я родился и вырос я в Узбекистане. Потом в возрасте 15 лет я уехал в Италию, прожил в Италии больше 20 лет. У меня итальянский вид на жительство, и буквально последние 6 лет я жил в городе Харьков. У меня жена оттуда, родилась дочка, и, соответственно, вот последнее время я был в Харькове. Потом началась война, посидели мы под бомбежками, но поскольку девочки маленькой нашей всего 3 годика, мы приняли решение выехать из-под ракетных обстрелов. Вот. Сейчас Харькова, к сожалению, города на 50% уже не существует, он полностью разбомблен.
Вот. Слава богу, сейчас немножко наши вооруженные силы оттеснили орков от границы города, соответственно, но ситуация остается тяжелой и напряженной. После того, как я приехал в Ужгород, Сергея я знаю 15 лет, всегда мы общались. И когда я увидел, что, скажем так, партия, любая политическая партия, которая есть в Украине, она немного токсична. То есть люди неправильно воспринимают деятельность. Но на самом деле она так и есть. Посмотрим правде в глаза. Кто-то зарабатывает себе баллы, политические баллы, для дальнейшего своего продвижения. А помощь людям, как говорится, она неэффективна абсолютно. Что я хочу сказать? Мы посоветовали с Сергеем и решили создать наш благотворительный фонд. Зарегистрировали. Галина у нас директор, она знает все Закарпатье, Ужгород и все Закарпатье в том числе. Ну, после того, как мы зарегистрировались, начали еще активнее проявлять свою деятельность. То есть мы собираем помощь в других фондах, которые базируются здесь, в Закарпатье, в Ужгороде. Ужгород — это как большой хаб, куда стекается гуманитарная помощь, но, к сожалению, могу сказать, что она стекалась, то есть в прошедшем времени. То есть все на энтузиазме посылали нормальную гуманитарную помощь, медицину, продукты питания, гигиену. Деньгами финансово поддерживали, но это буквально первый месяц. Сейчас, чтобы вы понимали, 3 недели нет практически никакой помощи. Последние 5 бусиков, спринтеров, мы получили от наших друзей из Праги. Это украинские предприниматели, которые своими силами организовывают там сбор средств, закупают медикаменты, продукты питания и высылают нам. Все какие-то большие организации, к сожалению, приостановили свою деятельность. А с чем это связано? Мы выслали в общей сложности 60 тонн гуманитарного груза на Киевщину, это Ирпень, Буча, Гастомель, это самые горячие точки, которые разбомбили. Люди оттуда уехали, разместились по селам в Киевской области, и, соответственно, мы высылаем им. Также мы выслали 3 вагона, это почти под 30 тонн гуманитарного груза на город Харьков. Там у нас есть организация, с которой мы сотрудничаем. Там больше 400 человек волонтеров, которые помогают точечно, они принимают наш груз и точечно распределяют его по семьям, старикам-инвалидам. Мы помогали ХАИ, Харьковский авиационный институт, где в подвалах на сегодняшний день живет 350 человек, живут в подвалах, в ужасных условиях. Наши волонтеры тоже туда доставляли этот груз. Ну вот ситуация пока такая. К сожалению, вот сегодня буквально я разговаривал с городом Харьковом, с людьми, которые там остались. Они говорят, помощь иссякает на глазах. Дело в том, что люди стоят по 6 часов в очереди на новую почту. Вы знаете, что такое новая почта. Стоят по 6 часов, чтобы получить 1 окорочок, 2 яблока и килограмм картошки. Это в лучшем случае. Это на человека. То есть, и это не во всех районах. Люди, чтобы дойти до новой почты, транспорт не функционирует, идут по 40 минут, по часу, а то и больше, чтобы потом отстоять 6 часов. И вы не забывайте, что это всегда происходит под обстрелами. Поэтому сейчас ситуация в Харькове очень и очень сложная. В Киеве более-менее ситуация выправилась, Киеву помогает, сильно помогает и президентский фонд и так далее. Вот, туда идет много грузов. Но, к сожалению, на Харьков, вот мы в Ужгороде, как говорится, принимали и потом туда распределяли, но сейчас очень ситуация тяжелая. Поэтому, если у вас будет возможность как-то посодействовать со своей стороны, мы будем рады любой помощи. Конечно, в первую очередь нам нужны продукты питания. Вот продукты питания — это просто катастрофа в городе Харьков. Ну, как-то так, вот немножко я подрассказал, у всех слово забрал, я так понимаю. Ну, зато один за всех, как Ну, зато у нас отпало 2 вопроса, вы уже на них ответили. Про количество груза, которые вы отправили, в какие области. How many volunteers already they are working there in Uzhgorod? Сколько всего волонтеров у вас в Ужгороде сейчас, ну, как бы, помогает, работает? В Ужгороде или на нашей организации? Ну, вот у вашей организации в Ужгороде. Нет, у нас на данный момент зарегистрировано 45 волонтеров. Вот.
вот, которые нам помогают. Это опять же беженцы, это ребята беженцы из горячих точек. Вот. Сейчас люди приезжают еще до сих пор. Почему? Потому что очень много жителей вывезли из Мариуполя. И у нас есть здесь приют, где содержится сейчас 200 человек, из них 82 ребенка, самому младшему 5 месяцев. И мы на постоянной основе помогаем им, чем мы можем. Продуктами питания, элементарно. Мы вот недавно завезли им кровати. Вот. Но происходит ротация, что кто-то уезжает, уходит, кто-то опять добавляется. Конотоп, Мариуполь. Сейчас очень много оттуда беженцев приезжает сюда, на Закарпатье. Мы стараемся помогать тем, кто приезжает сюда, и в то же время отправлять туда, в горячие точки, где это необходимо. То есть наша организация насчитывает 45 человек, но постоянно каждый день кто-то приходит, предлагает свои услуги, предлагает свою помощь. Вот, но вы понимаете, еще раз повторюсь, что на сегодняшний день, если раньше мы грузили бусы и вагоны день через день на Харьков и на Киев, то сейчас за 3 недели, вот мы еле-еле насобирали груз на Харьков, мы обязательно снимем еще одно видео, мы все делаем видео, как мы собираем грузы, как мы высылаем их на Харьков, как люди там принимают. И самое главное, мы показываем точечную доставку из рук в руки людям, нуждающимся в этом. Посмотрите, пожалуйста, мы обновили наши видео на нашем сайте. Вот, там есть последнее видео, где мы, опять же, когда мы делали доставку, да. То есть там все есть фото и видеоотчеты. У нас также мы сейчас собираем, нам очень благодарны многие организации, и МВС, и ЗСУ. Почему? Потому что, когда мы высылаем грузы на Киев, наш, скажем так, человек, представитель в Киеве, он распределяет это по больницам, по госпиталям. То есть те медикаменты, которые мы собираем, мы точечно направляем именно туда, на те больницы, где лечатся сейчас наши раненые бойцы. Вот. Ничего не пропадает. Стало быть, даже вроде какие-то антисептики, которые нам заваливают и которые в принципе не нужны, тоже находят свое применение. Но мы, к сожалению, когда говорим о медикаментах, мы просим медикаменты нормальные. Ибупрофен и парацетамол у нас уже вот так и. Ну, сейчас нужны другие медикаменты. К сожалению, я говорю, мы рады всему, но мы не просто так делаем заявку. Но сейчас, я говорю, ни до кого не достучаться. Все как-то очень сильно, потихонечку начинают отходить в сторону, и мы остаемся один на один с нашей большой проблемой. Поняла. Спасибо большое. Тогда переходим к следующему вопросу. Next question is, how is the cycle from the moment that somebody send the money to the association till the moment that arrive, and what people need it more? What is more demand of medicament, what type of food? Вопрос был по поводу того, как происходит сам кругооборот, скажем так, процесс от начала, от того момента, как человек, например, переводит пожертвования в организацию, до момента, когда человек получает необходимую помощь, а также какие медикаменты и что из еды наиболее востребованное сейчас. Значит, если мы говорим о финансовой помощи, когда непосредственно донат, кто хочет перевести деньги, он переводит деньги на наш счет благотворительного фонда. С благотворительного фонда мы связываемся с медицинскими организациями, но здесь, опять же, в Украине очень сложно сейчас с лекарствами. Поэтому мы обращаемся к нашим партнерам, которые здесь близлежащие, а именно Словакия и Чехия. Вот. Там мы закупаем эти медикаменты. Все отчеты, все счет-фактуры, на что мы тратим деньги, мы предоставляем. После чего мы предоставляем фото и видеоотчет, когда эти медикаменты приезжают к нам. Дело в том, что у нас благотворительный фонд, он аккредитован на границе. И эти грузы, слава богу, заходят без всяких таможенных пошлин и так далее, как гуманитарный груз. То есть мы на каждом этапе получения денег мы сделали фото-видеоотчет. Закупили, отправили документы о закупке. Получили физический груз, мы сняли и сделали фотографию, что он зашел к нам на склад. Дальше мы распределяем этот груз, мы каждый груз распределяем. Почему? Потому что мы тоже должны, у нас есть волонтеры, ребята, медики. То есть они, когда нам кто-то дает даже медицину как гуманитарку, они распределяют его, жаропонижающие, болеутоляющие и так далее, антигистаминные препараты. То есть это все распределяется, сортируется и уже точечно, опять же, высылается по больницам.
Если вот сейчас нам выслали новой почтой поездами все, скажем так, подяки, да, то есть благодарности в больнице, у нас их целая куча. Опять же, они когда получают, делают фото-видеоотчеты, что медикаменты дошли, то есть открывается коробка, показывается вплоть до того, что показывается чуть ли не каждый препарат, который они получили. Вот. Это как-то так связано, как вы сказали, именно если деньги переводятся на фонд. Если деньги не переводятся на фонд, а вы просто высылаете медикаменты, то у нас есть конкретные списки на английском, на немецком языке, мы можем сделать на итальянском языке и также на французском. То есть какие медикаменты необходимы. Название препаратов вы просто присылаете? Да, абсолютно верно. И что сейчас необходимо, конечно, с чем мы столкнулись. У нас в Ужгороде есть такая 128-я Закарпатская бригада. В данный момент эта Закарпатская бригада воюет именно под Донецком, Северодонецк, Волноваха. То есть это это передовая линия фронта. И наши солдаты уезжают отсюда, с Закарпатья, голые и босые. Это в прямом смысле этого слова. У них даже нету маек и трусов почистить автоматы, чтобы вы понимали. Я не знаю, куда девается вся эта помощь, которая перечисляется на официальные счета в Киеве, там, правительстве и так далее. Я не знаю. Всегда мы смотрим новости, и мы видим, что сотни миллионов перечисляются. Да не сотни миллионов, миллиарды перечисляются. Но почему наши солдаты, которые едут на передовую, я вам говорю, не имеют обмундирования? Я уже не говорю про каски, наколенники, налокотники, бронежилеты, берцы. Им не в чего одеться. Они в кроссовках бегают, вы понимаете так? Они не защищены. Мне кажется, этот вопрос необходим задавать командованию местному, потому что если, допустим, было какое-то финансирование... Они не получают финансирование, а у них нет денег все это закупить. Закупить есть где. Поэтому, опять же, наш фонд помогает солдатам. Мы организуем по местному какие-то сборы. Но я еще раз повторюсь, если первый месяц люди давали деньги, то сейчас люди не дают. А сейчас ситуация намного ухудшилась на Востоке, понимаете? Но этого никто не понимает. Киев не бомбят, и слава Богу, и все успокоились, понимаете? Но они не понимают, что там тысячами гибнут наши солдаты, которые не имеют вот элементарных вещей. Мы в Ужгороде сейчас нашли производство. Производство, которое производит бронежилеты. По смешным ценам по сравнению с Европой. Потому что в Италии я искал, когда бронежилеты для наших ребят, он стоил минимум 650 евро. Они очень дорогие в Европе. А здесь мы можем купить не хуже. Из шведской сертифицированной стали наши умельцы уже делают отличные бронежилеты. Отличные бронежилеты. А цена в половину. Но у нас нет финансов, на которые мы можем закупиться. У меня то, что было, я привез с Харькова. У меня 3 человека, у меня дочь, у меня жена, у меня тесть, теща не работающие. Ну, я уже все свои личные деньги потратил, а что дальше? Понимаете? Вот как-то так. Спасибо большое. Чтобы вы понимали, к нам обращаются руководители, командиры воинских подразделений и четко пишут, что им нужно. То есть есть четкая потребность воинских подразделений, включая дроны, включая рации, включая тактические различные вещи, которые, скажем, они обозначают в своих запросах и просят волонтерской организации, в том числе и наш фонд, им помочь. А так как город маленький, все друг друга знают. Вот буквально на прошлой неделе им дизельную электростанцию в Макиту отдали, много воды отдали, продукты питания. Причем продукты питания нужны с такой спецификой, как для военных, то есть как бы супы быстрого приготовления, консервы такие, которые вскрыл, поел, и там есть такие определенные вещи, такие типа натовские. Понимаете, очень много. Аптечки военные, именно натовские по комплектации. Ну, много вещей, которые нам еще нужны. Потому что много людей призвали. У нас на днях полк Азов, вы, наверное, слышали, да? Те полк Азов, которые обороняют Мариуполь. Вот, и вот они непосредственно завтра или послезавтра от них должна прийти заявка к нам на то, что им необходимо. И, соответственно, вы, чтобы понимали, мы просто эту заявку перекинем вам, что это не голословно все, это не то, что кто-то. Понимаете? То есть обращаются люди просто напрямую с передовой. Почему? Потому что ситуация критическая на самом деле.
Ну, конечно, Ну, есть как-то много так. вопросов, почему даже в таких критических ситуациях, когда ну, просто даже нечего обсуждать, не предоставляется от ну, вот всех этих больших финансирований помощь, где она? Ну, то есть на местах она должна быть. Она вся так, ну, непонятно куда она уходит. Ну, я читала о том, что даже в том же, по-моему, Львове, Львовской области были арестованы люди, которые занимались, ну, просто воровали, по сути, гуманитарную помощь. Это на днях, да. Это большие руководители, это солидные фонды, которые средства тупо разворовывают. Почему? Потому что у них изначально, у этих больших фондов, у них нету такой цепочки отчетности, которая есть у нас, понимаете? То есть мы, может быть, маленькие, но делаем мы намного больше, потому что эта помощь на 100% получается и доходит до адресата. А не как там, понимаете? Вы выслали, понимаете, и все, и там все растворилось, потерялось. Это хорошо, если 10% доходит до адресата. Это в лучшем случае, понимаете? Конечно. Вот и все. Спасибо большое за подробное объяснение. Очень все прозрачно и понятно. With which organization you are cooperating? Вопрос, с какими организациями вы сотрудничаете, если есть такие компании, с кем вот вы сотрудничаете в это время? Ну, на данный момент, Катюш, мы сотрудничаем с 7-8 даже благотворительных фондов и организаций, которые работают на территории Закарпатской области. Мы очень часто обращаемся к ним, они обращаются к нам, то есть вплоть до того, что кто-то, если идет в спорт конкретный для кого-то, мы просто помогаем друг другу, мы обмениваемся тем, что у нас есть. Значит, на данный момент это громадская организация «Неемия», они работают порядка 26 лет. Также благотворительный фонд «Сердце до сердца», они тоже работают около 25 лет. Есть более мелкие организации, это «Счастье в долонях», девочки бесподобные, они организуют и сбор по городу, они и общаются за границей, то есть делают все, что могут. Кроме этого, Ротари клуб «Скала Ужгород», ребята бесподобные также помогают, чем могут, всегда звонят сами, как кто-то что-то к ним приходит, звонят, просят, приезжайте, забирайте, отправляйте, мы знаем, что вы отправите, туда, куда нужно. Ну, также Каритас, это да, Каритас. Это международная организация, которая, в принципе, помогает, но не в тех объемах, как хотелось. Да, греко-католическая церковь. Спасибо. И многие другие. Спасибо, понятно. Ну и самое важное, наверное, что мы бы хотели выйти, скажем так, более на такое плотное общение именно с иностранными, там, благотворительными организациями, фондами, потому что вот в Чехии мы завязались только из-за того, что наши закарпатские люди там находятся на заработках, или там предприниматели, которые уже там живут длительное время, и у них сердце болит для того, чтобы помочь Закарпатью, помочь ребятам военным, которые от Закарпатья уехали воевать на фронт. То здесь более такой, знаете, принцип землячества уже больше срабатывает. Очень хочется, скажем так, наверное, вот Германия, Италия, то есть те страны, которые благополучны с точки зрения экономики, но вот мы не понимаем, почему за последний месяц где-то вот очень сильно ослаб поток гуманитарной помощи именно сюда, на Украину. Which messages you would like to send now to all people that they are watching the video? Какое бы сообщение, какой месседж вы хотели бы послать сейчас всем людям, которые будут смотреть это видео? Какое ваше обращение к ним? Что бы вы хотели передать? Пожалуйста, прям по очереди можете. Понятно теперь. Месседж мой будет короткий и ясный. Я никогда в жизни не желал бы так всему миру, вообще всем людям, деткам, я не знаю, женщинам, всем нам мирного неба над головой. Вот только это, чтобы не бомбили. Чтобы все у всех было хорошо. Чтобы побыстрее закончилась эта война. Мы здесь. Я считаю, что Украина это просто сейчас выступает просто единым щитом для всего мира. Не только для Европы, для всего мира. Потому что если бы Украина не держалась эти 60 дней, 2 месяца, то я не знаю, где бы уже были путиновские орки. Я не знаю, куда бы они уже дошли. Они бы уже зашли и в Прибалтику, и в Польшу, и в Чехию.
если бы нас смяли. Но нас не смять. Все, зубы он пообломал. Поэтому в первую очередь это мирного неба. А там, кто, как говорится, ну, я даже не знаю, что. Как хочется, чтобы это все побыстрее закончилось, чтобы мы вернулись. У некоторых уже у 50% харьковчан некуда возвращаться. Я уже не говорю про такие города, как Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, понимаете, Чернигов. Туда некуда возвращаться. Но мы все отстроим. Просто надеемся действительно на какую-то помощь, чтобы нам кто-то хоть немножко как-то помогал. Вот это мое лично. Спасибо большое. Сергей, Галина, ваши... Ну, я могу сказать только одно, что мы сильны, как никогда, мы едины. Да, нам тяжело, да, нам сейчас не хватает и вооружения, нам не хватает определенной помощи нашим войскам, но ребята сражаются очень мужественно. Они нам оттуда звонят и говорят: помогайте нам, а мы будем на передовой воевать за всю Украину. И никто в нашей победе даже не сомневается. Поэтому передайте привет вашим всем коллегам, всем соотечественникам и будьте уверены, что украинцы не подведут. Мы являемся сейчас реально единственным форпостом мира во всей Европе. И европейцы должны понять, что мы сейчас должны выступать единственным фронтом, единым. И мы не говорим, что без вашей помощи. Нет, но с вашей помощью Украина обязательно победит. В этом никто не сомневается. 100%. Спасибо большое. Галина? Ну, я всего хочу тебя поблагодарить за то, что ты в нас поверила, за то, что ты рассказала о нас своему супругу, своим друзьям, своим знакомым. И, Катюш, мы будем делать все возможное для того, чтобы вас не подвести, и для того, чтобы с вашей помощью помогать тем, кому мы поможем. Вам большая благодарность. Вы делаете огромное дело мира. И слава Украине. Мы обязательно победим. Слава. Спасибо, ребята. Спасибо за ваше время. Спасибо. Спасибо. Все, счастливо. Обязательно пришлем готовое видео, чтобы вы тоже могли поделиться с остальными людьми.